Всем привет! Продолжаем играть в Моровинт. Находимся по-прежнему в лагере Уршелаку. Вне записи я починил орка, заряда не восстанавливал. И вот здесь вот я нашел торговца. Нет, не она, подожди. Кто-то из вот этих вот ребят. Вот он. Дело в том, что здесь есть торговец, он же кузнец, и она же, видимо это она, или он. Тут некоторые мужики тоже носят такие вот странные наряды. В общем, продает гуара. Я думаю, что мы его купим. Да, все-таки это женщина. Вот он, гуар. Это прекрасно. Так, значит, давайте посмотрим. Возьму я у него оружие, и мы попробуем все это перезарядить. Во-первых, сохранимся. Используем зачарование наше. Ну и мелкие камни. Огненный отранах, например, вполне можно использовать. Смотрите, зачарование повысилось. Также у нас есть вот ужас клана. Можно его вот сюда, наверное, пустить. Что-то помалу, совсем помалу. Да, мне написали в комментариях, что величина вот этого восстановления от навыка не зависит. Ну, возможно, да, я соглашусь, я тут не очень уверен. Видимо, может быть, зависит именно размер души. Ну, или там какой-то чистый рандом. Но видите, вот Огрим пошел нормально, восстановил неплохо. Ладно, больше душ у меня нет, поэтому возвращаю орку к катану. Стальная коса, ну это дай катана получается, но стальная. И мы вместе направляемся в сторону Кагарунда. Вот туда, получается, нужно идти. Единственное, знаете, я бы подождал до утра. Ну понятно. Но ничего не поделаешь, придется выходить так. Восстановить бы еще ману. У меня вот, к сожалению, эксклюзивных зелий немного. Так, агуар чё? Застрял, да? Как бы можно было так сделать, чтобы агуар не лез на рожон. Например, вот так. Придется мне его вот так тащить. А этих агрить, ну, слава богу, хотя бы по отдельности они агрятся. И надо было захватить, конечно, душонку его. Больной наездник. А там вот я вижу еще один наездник, и мы его обязательно постараемся захватить. Раз. Там еще Кагути. У меня, кстати, вот нету мелких камней, только обычные. Это, конечно, большой минус. Но катан надо перезарядить, поэтому... Ну давай. Сразу же используем, посмотрим, как пойдет. Ну, в принципе, да, может быть, завышать навык нет никакого смысла. Именно вот этим заклинанием перед перезарядкой. Пожалуй, тогда Кагути мы не будем захватывать, а просто его сагрим моим колечком молнии. И все. Дорога обещает быть такой вот геморройной с перетаскиванием гуара. А гуара я все-таки хочу с собой взять, потому что там нас ожидает все-таки какой-то лут. И мне хотелось бы унести по возможности побольше. В любой момент мы можем этого гуара отправить. Внутрь, конечно, тащить его такая идея.
Ну, посмотрим. Так, я уже отклонился от маршрута, друзья. Я вот стараюсь идти как-то по низу, а тут нужно прямо вот напрямую стоять. Блин, полез уже. Полез в бой. В бою мы им, скорее всего, командовать не сможем. Также я вернул нашему орку пояс. В прошлых сериях я у него забрал пояс, а вернуть забыл. И больше того, скажу, я его и надеть забыл. По-моему, там он у меня, по крайней мере, в инвентаре болтался не надетый. Так, а тут гробница. Друзья, какая-то гробница. Заглянем? Чё бы нет. Нам по пути. Гуара, естественно, мы оставим. Давайте посмотрим. Гробница Ландо. Пока что я не помню такого названия. Гуарчик, стой. Так, здесь контрольный хил нужно провести. Смотрите, покоцали его таки. Также смотрим, что у него тут. Зарядов нет. Но мы там встретим, скорее всего, трупешников. Имеет ли смысл ему давать катану? Ну, посмотрим. Посмотрим, что там на входе. Сохраняемся. Заходим. Так, ну на входе здесь спокойно. А вот и товарищ. Вот этого обязательно нужно захватить. Заключение, блин. Все, пошел. Что-то он какие-то проклятия там шлет. Кстати, ману восстановил мне немного. Что за проклятие? Давайте глянем. Скорость понижает. Но нашему орку понижение скорости не особо страшно. А вот долго он его ковыряет, конечно. Сейчас слетит у него заключение, чувствую. Надо, наверное, создать другое заклинание, более длительного действия с заключением. Потому что мы частенько стали попадать в замесы, где и врагов несколько, и перекастовывать некогда. Готов. И пошел он, конечно же, вот сюда. 300. Ну, 300, сами понимаете, слово такое. Так, но у него может быть еще камушек. Да, действительно, вот чем хороши эти костяные лорды, то что у них вот такие же камни. То есть ты захватываешь его душу, и тут же он тебе компенсирует камень. Так, а скелета, я думаю, что захватывать я не буду, а вот невидимость, пожалуй, мы применим. Также мне подсказали в комментариях, что когда враги палят меня в невидимости, можно использовать приседания, ну, в позу красться. И вроде бы через это они должны отагриваться, но я при случае обязательно это проверю. Пока что эпическая битва орка со скелетом. Что ему не нравится, что не хватает, я не понимаю, почему он промахивается. Так, контрольный хил. Ну, смотрите, его вот скелет покоцал как. Вроде бы такая броня, все должно быть в порядке. Но нет, скелет все равно. Клеймора мы, конечно же, брать не будем. Идем дальше. Так, штанишки. Это у нас копье железное, бесполезное. А тут ловушка. А давайте попробуем на шару. Ага. Что она делает? Отравление. 0 пунктов. Но почему-то здоровье-то у меня проседает. А что-то? 0 пунктов. А здоровье проседает. А есть у меня противоядие? Есть.
Вот. Давайте восстановим здоровье все же. Поглотить, к сожалению, не получилось эту ловушку. Вот еще один костяной лорд. Мы его тоже постараемся заключить в камень. Вроде бы он тут один, да? Да что ж такое-то? То есть я опять наложил заключение на орка. Да. Давайте полечим его. Довольно неслабо пробивает орка, смотри. Какой-то сраный костяной лорд всего лишь. Вот такой существенный дамаг. А орк по нему как будто совсем не дамажит. Ну, может быть, это потому что дайкатана у него стрёмная, хрен его знает. Так, ну здесь на этот раз маленький камень душ. Не повезло. И почти всю ману я слил, друзья, на эту гробницу. Так, сапоги кожи Нетча нам не нужны. Ну, это мы заберем. Опять ловушка. Ну, давайте воспользуемся тогда посохом. Может быть, часть маны мне все-таки будет восстановлена. Ну, совсем какой-то кропаль. Ну все, получается, здесь больше ничего нет, выходим. Гробница такая, чтобы было. Чтобы чем-то заполнить ландшафт. Давайте все-таки восстановим запас магии. Здесь погода не наладилась нисколько. Забираем нашего гуарчика и направляемся дальше. Так, я вижу Кагути. Кагути. Два Кагути. Давайте-ка мы гуара оставим. Кагути надо, наверное, сагрить. Что мимо мы, скорее всего, не пройдем. Как минимум, вон тот может сагриться. Давайте используем кольцо молнии. Есть. Второй, может быть, и не сагрится на меня, а вот этот вот однозначно. И, конечно же, контрольное лечение. Так, ну забираем гуара. Да, вот одному, конечно, это можно было пробежать. Буквально пропрыгать. Забить на всех этих врагов. Но, к сожалению, вот так вот. И мы опять отклоняемся. Нам нужно брать немного туда, вот южнее. Да, вот даже еще южнее. Тут получается дороги, они, видите, как бы вот эти низинки, точнее не дороги, они ведут немного восточнее, отклоняют нашу дорогу, наш путь. Ну ничего, дойдем. Не забываем сохраняться, друзья. Потому как этого гуара мне терять уже не хочется. Сагрятся, не сагрятся. Может, пройдем. Отвлекаться на них. Ну и в принципе уже половину пути, наверное, мы прошли.
Так, вот здесь вот заманчивый такой вот кармашек среди холмов. Давайте-ка мы Гуара здесь оставим. И проверим, что там. Я, честно говоря, не помню. Но очень любопытно. Видите, там Шалк бродит. Чисто так посмотрим. Да, там пещера какая-то. Или нет, это яичная шахта. Это яичная шахта. Ну, не знаю. Будет ли это интересно? Вряд ли, конечно, там что-то есть. То есть по заданиям я этого места не помню. По названию тем более. Ну, одним глазом давайте. Что-то как-то пустовато. Крыса. А чё крыса? А где все квамы? Тут какой-то завал. Чё ты крысу не можешь замочить уже, что ли, блин? Чё осторожнее? В каком плане? Он так говорит, как будто это я по нему попадаю. То есть, видимо, где-то что-то багуется, друзья. После того, как я вот это заключение на нем использовал, у него какой-то баг включается. Мне так кажется. Я уверен, что если я снова на нем заключение использую, он может меня атаковать. Так, ну вон он, не квамы. Причем какой-то квама агрессивный. Пойдемте отсюда, ну его нафиг. Это, по идее, был рабочий. Почему он был агрессивен, непонятно. Кто? А. Почему на меня-то сагрился? Давайте, может, вот этот камешек задействуем. Но. И контрольный хил традиционно. Сохранимся. Но зато карту открыли. Чтоб не было у нас серого пятна на карте. Так, вон. У нас это Валенварион, где живет наша эта учительница. Карта не открыта, я там уже побывал. Интересно, да? Так, ну этот камень нужно будет обойти, конечно. Еще какая-то крепость. Но это не Кагарун, очевидно, да? Кагарун, вот он. Вон там. Там еще Кагути. Да, уже стало опаснее бродить по карте. С повышением уровня стали попадаться чаще моровые, всякие монстры. Вот Кагути сплошь и рядом. А вот и Кагарун, друзья. Но мы зашли к нему не с той стороны. Нам надо будет обойти его. Так. Все, наши друзья здесь.
Я предлагаю Гуара здесь оставить, перед тем, как нам зачищать тут все, чтобы он в драку не лез. Оставим его здесь за камушком, а сами направимся к обходу. Там вроде бы дух предков какой-то должен быть на входе. Тут какая-то крыса еще. Не забываем сохраняться. Так, гончую вижу духа предков. Скелет вроде бы там бродит или что-то такое. Гончую агрить смысла нет никакого. Крысу вот этого надо бы сагрить. Чтобы она не лезла под руку. Также здесь лежит вот мертвый ординатор. Это у нас по квесту. Он здесь лежит не просто так. Подождите-ка. Ну это обычный прислужник 6-го дома. Слабенький. Значит, у него вот... в русском переводе это власеница святого Аралора. С эффектом при использовании, сопротивления, восстановления здоровья. Мы ее заберем. Также я заберу дорогие вот эти вот доспехи. Конечно же. И уже у меня, видите, перегруз. Уже перегруз. Все это мы пока что складируем орку. Но кроме сапог. Сапоги он сразу же наденет. Нам это не нужно. Сапоги придется мне еще потаскать. Так. Идем дальше. А дух предков что-то куда-то сбежал. То есть это был не скелет, а был видящий. А где дух предков? Странно. Очень странно. Или мне показалось, или я ошибся, что здесь должен быть. Все-таки он, да? Вот он. Что он куда-то ушел аж за эту. Все, он хочет на меня напасть. Видите, согрелся как. А орк промахивается. Ну давай. Отлично. Отлично. Теперь мне еще и бегать придется. Если так пойдет дальше, то наш орк может здесь погибнуть, друзья. Если он с духом предков не может справиться. Смотрим. Собор. Сохранимся. Так, и здесь у нас Дагот. Дагота нужно обязательно поймать. Дагот или упырь, не знаю уж. И вот он, видите, согрелся как плотно. Но в невидимости меня не видит. Это хорошо. А орк наш опять мажет. Он его проклял, да? Орка. Так, надо бы обновить заключение. Пол хп он ему снес. Что, ты меня видишь, да? Нет, потерял. Зажал бы он его где-нибудь в темном углу.
И там бы дамажил как следует. Проклятие какое у него долгоиграющее. Так, заключение обновляем, не стесняемся. Готово. Так, тут вот слезы корпуса почему-то спрятаны. Да, это Дагот Гирер. Отлично. Первый именной Дагот в нашей коллекции. И его нечестивый амулетик. Ну вот она чаша, которую просил нас принести Ашхан. Но это, конечно же, еще не все. Так, вот еще сюда, наверное, стоит зайти. Сохранимся. Приготовлю сразу заключение. Здесь тоже Дагот. Или поднявшийся просто. Срочно лечимся. Больше противоядия у меня нет. Орка тоже продамажили не слабо. Он согрелся плотно на меня, да? Вообще не слабо дамажит. Да, надо спасать орка. Орка надо спасать. Хотя он полечился, в принципе, сам, да? Давайте восстановим ману. Так, и заключение. Заключение самое главное. Половину хп. Только половина. Он ману слил, видите, теперь стал хоботом махать. Своим. А чё у него хп-то не убывает у орка нашего? Вроде дамажит его. Странно, хп не убывает. Так, заключение обновляем. Чуть-чуть осталось, давай. Я в тебя верю. А может он сожрал просто зелье долгоиграющее? Да, самопальное, поэтому хп не убывает. Надо будет наварить еще ему таких. Это полезная, оказывается, штука. И уже выдать катану. Отлично. Это у нас кто? Дагот Релер. Еще один именной Дагот. Амулетик. Тут у него надписи. Кто не знает, это в оригинале, это не мод. То есть разработчики считали, что Даготы пишут по-русски. Так, ну сапоги, конечно же, ему пробили. Давайте восстановим сначала себе здоровье. Теперь орка полечим, если это необходимо. Да, уже. Заодно посмотрим, что у него по зельям. Здоровье еще есть у него. Вот такой вот на 55 секунд, наверное, он сожрал, поэтому сапоги восстановим. Но остальное, я думаю, что пока потерпит. Эту мы заберем, а выдадим сразу ему эту доэдрическую катану. Так, и... Угу. А, все, что я протупил. Ладно. Нет, не так. Через сопротивление, конечно же. Сопротивление. Выдаем сапоги. И возвращаем молотки тоже. Все. Значит, теперь мы метнемся к Гуару, выложим ему свое барахло лишнее. И будем уже заходить. Также я вижу, что здесь вот вокруг еще есть твари.
недобитый. Пожалуй, стоит сагрить вот этого наездника как минимум. То он может подлететь внезапно и атаковать Гуара. А вот то, что он катану тратит на скального наездника, это, конечно, плохо. Это очень плохо, дружище. Давай-ка, пока ты тут... Пока снаружи, я тебе отдам стальную дубинку твою. Так, и вот еще один кандидат на истребление. Даготы пробивают нашего орка, как видите, не слабо. И сапоги, получается, вот эти ослепляющие скорости в таких битвах прям страдают. Но это подводит нас к мысли, что сапоги пора снимать. Ой, смотрите, Кагути пришел. Прямо к нашему Гуару. Но благо, пока он стоит, он не агрится. Но его здесь не было, а как он появился? Странно. Очень странно. Так, подожди-ка. Давай подойдем поближе. Ну и перекладывание барахла. Слава богу, в битве с наездником из Кагути сапоги не пострадали. Так, это все мы отправляем Гуару. Вот это тоже. И белотийскую мантию эту тоже я переложу. Да. Гуар за мной. И отправляемся. Придется тащить Гуара все-таки внутрь. Я думаю, потому что там прям есть чем поживиться. А бросать это все мне не хочется. Либо таскать туда-сюда орка, а потом уже нагрузив его изрядно, как бы отправлять телепортом. Эта идея тоже так себе. Так, а вот эти помещения не связаны, да? То есть варочный зал нам тоже нужно будет зайти. Я что-то чуть не забыл. Я думал, что это одно строение, но нет. Это... Ну, это арочный зал. Сейчас называется он Храм Фей. Там, видимо, тоже сидит какой-то даготец. Либо спящий, может быть. Давайте выдадим катану на такое дело. Сохранимся. Готовим заключение. И заходим. Так, мистицизм повысился. Это не может не радовать. Как-то надо еще не подставиться под его заклинание. О, он паралич использовал. Вот скотина. Может, я могу его парализовать? У меня же есть халатик. Вот такой. На 5 секунд, правда. Ну, давайте попробуем. Главное, чтобы он не отразил. Мантия. Вот она. О, смотрите, получилось. Получилось. Ну, орк полечится за счет. Смотрите, почти. Давай, последний удар. Готово. Молодец. Ну, катана решает. Катана решает, конечно же. Даже не нужно лечить. Но он использовал, по-моему, зелье опять. Дагот увил нас, или увил. Вот уже у нас целая коллекция даготов. Может, даже и камней мне не хватит, друзья. С такими-то раскладами. Может, стоило взять побольше камней. Ну, посмотрим. Так, ну нечем здесь совершенно поживиться. Дагот этот он, видимо, все сожрал. Не знаю. Так, ну, конечно же, мы на входе оставим Гуара. Че я его прихватил-то за собой? Пусть стоит. Сохраняемся и заходим.
Залфисто. Надеюсь, это не от слова фистинг. Фистинг здесь могут сделать только мне. Мне и орку. Что-то лежит. Камни? Да, это просто камни. Так, ну здесь... Здесь пока нечего бояться. Как бы нам не пришлось еще и заряжать ему катану. Половину зарядов уже, больше половины растратил. А мне заряжать-то ее, разве что вот костяными лордами. Давайте попробуем. Катана. Вообще. О, нормалек. Ну и скального наездника тоже используем. Вот и зачарование растет. Хорошо. Даготов, конечно же, я поберегу. Душонки их гнилые. Это сама неплохо восстанавливается. Зарядов в ней всего ничего. Сохраняемся и продолжаем. Я вообще сомневаюсь, что Гуар пролезет по этим коридорам. Так, а тут у нас уже товарищ поинтереснее. Давай-ка мы его прихватим. Это вроде бы не Дагот. Но даже если это упырь, нам его душа тоже понадобится. Как не слабо, смотрите, наш орк пробивает. Прямо 3-4 удара и готово. А это Дагот все-таки оказался. Жаль, жаль. Упырь, конечно, мне нужен. Хотелось бы прихватить его где-нибудь здесь. Но этот Дагот тоже какой-то прижимистый. Ничего у него тут нет, только записка с каракулями тут. Стихи он, наверное, писал, не знаю, в одиночестве. Или что он тут делал. Или сам Даготур ему нашептывал. А он записывал. Ну ладно. Ничего тут нет. Движемся дальше. Через сохранение, конечно же. Так, а вот этот вот товарищ, я думаю, достоин заключения на перезарядку нашего... А ты собака. Ушел. Ушел. А тут за поворотом может быть еще кто-нибудь. Нет, здесь только жаровня. Ага, вот он. Да что такое? Я опять на орка. Ну, конечно. Так, усмирение. Успею я, не успею? Не успел. Ну ладно, благо я сохранился. Так, вот он этот. Это раб пепла. Захватывать его душу, конечно, можно. Но я боюсь, что... Сейчас я опять в орка выстрелю. Надо было сразу, пока он был далеко. В тот раз он зашел за угол, а в этот раз, видите... А, это пепельный зомби, это не раб. Да, раб по-другому выглядит, точно. Тот магический, да, я просто, ну, в попыхах, короче, перепутал. Так, и что, все получается, да? Мы сделали круг. А, нет, вот еще. Нет, все, да, получается, что все. Наверное, знаете, пока мы не будем брать Гуара, мы пройдем наверх здесь, по этим этажам. И сверху уже с крыши, если все сложится удачно, мы тогда уже согнем Гуару и выложим там все награбленное. Но я думаю, что этим мы займемся в следующем эпизоде. На сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Начало положено. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.